Что можно купить за 10 тысяч евро? Кто-то назовет машину с пробегом. Еще можно сделать косметический ремонт или поехать в отпуск в Таиланд на полгода. А если я скажу, что эту сумму можно просто отдать за Wi-Fi, фильм, немного еды и нормальный сон, и заплатить за это с удовольствием? Ну что, мы находимся в аэропорту Окленда, и нам осталось буквально 1,5 часа до нашего вылета. Совсем скоро мы совершим один из самых длинных беспосадочных перелетов на нашей планете. Лететь мы будем почти 18 часов с Окленда в Доху, столицу Катара. Мы летим не обычным бизнес-классом, а в Q-Suite от Qatar. Первого класса на этом направлении нет, поэтому его часто называют первым. Но по билету это бизнес. Просто бизнес на максималках. Я, кстати, даже передачу то ли по Discovery смотрел, то ли по National Geographic, когда этот рейс запустили впервые, даже ученые как-то изучали влияние такого длинного полета на организм человека. Ну, вроде все нормально. Приготовьтесь, будет много интересного сегодня. Любая длинная дорога начинается не с полета, она начинается с ожидания. Ну что, вот такой вот симпатичный бизнес-лаунж в аэропорту Окленда. Обычно такой лаунж стоит около 40 евро за человека, но в нашем случае все уже включено в стоимость. Довольно-таки приличная еда. Суши, мясо, салат, различное мясо, капуста, рис и даже рыба. Кстати, очень неплохой выбор алкашки. Ладно, поспешим в самолет. Покажу, за что на самом деле ты платишь. Там тебе и беруши с пижамой от французских брендов, и кухня, как в настоящем мишленовском ресторане. Держим чемоданы. У нас был опыт в Японии, когда вот так вот дочь обронила чемоданы. Как он полетел вниз, господи. Я думал, он убьет ту японку. Он прям рядом пролетел с ней, как ракета какая-то. Ну вот он, красавчик. Кстати, мне интересно, на такой длинный полет наверняка будет 2 экипажа, а не один. 18 часов лететь — это нереально, конечно. Тем более, что у них рабочий день начинается раньше взлета. Да, я был прав. По правилам Федерального управления гражданской авиации, при таком длинном полете должно быть 4 пилота и увеличен кабинный экипаж, чтобы персонал смог отдохнуть. Вот такая вот у нас кабина прикольная. Первое и самое важное. Чем отличается бизнес-класс, тем более с отдельным сьютом, от эконома? Пространством. Не просто чуть шире кресла, а в прямом смысле у тебя появляется личная территория. Здесь просто столько места, что ты можешь и стоять, и даже ходить, и даже лежать. Место раскладывается в кровать, и полноценно можно лечь. Но об этом позже. У нас такой заборчик здесь есть. Как только Андрей заснет, я его чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик подниму. Вообще у Qatar в бизнесе Q-Suite есть еще 2 варианта рассадки. Первый — соло. У тебя свой собственный маленький номер на одного. Именно так мы летели в Австралию. Это реально очень круто, но, честно, мне было скучно и не хватало Дианы. Так что для любителей компании не рекомендую. Грустно было без меня спать? Я не успел даже запустить. Я так хорошо заснул, так хорошо поспал, что от грусти совсем времени не было. И второй вариант — семейный на 4. Это когда 2 сьюта объединяются в один большой модуль. Но там бюджет, как вы понимаете, уже совсем другой. Перед тем, как продолжим, кратко напомню. Если вас интересует покупка недвижимости на Кипре, обязательно обращайтесь ко мне. Я работаю только с проверенными проектами и являюсь инвестором в ряде из них. Это дает доступ к предложениям, которые недоступны в открытой продаже, и позволяет получать лучшие условия. Все сделки проходят с полным юридическим сопровождением и понятной структурой. QR-код на экране, все ссылки вы найдете в описании. И если смотреть честно, Q-Suite — это не про понты, это про мелочи, потому что дьявол, как говорится, кроется в мелочах и в отличном сервисе. Нам принесли арабский кофе, очень ароматный. Попрошу еще один сейчас. И вот такие вот
вкуснейшие финики. Я еще в прошлый раз на них присел, это волшебство какое-то. Но если хочешь что-то поинтересней, и это тоже имеется. За Новую Зеландию. Thank you very much. Принесли пижаму. Носки Диана говорит, не компрессионно обычные. Спальные наборы – это отдельная история. Вся косметика от фирмы Diptyque. Это премиальный французский бренд, который сделал этот travel-набор специально для Qatar Airways. Так, ну вот такой вот набор. Здесь у нас носки. Вот такая вот маска. Пируши. Это у нас крем для лица. Это крем для тела. Бальзам для губ. Ну и духи. Этот набор бывает и в мужском исполнении, в черном цвете. Внутри отличия минимальные, но все равно приятно, что мужчин не обделили. Еще интересный момент. У вас насьют не один, а 2 стюарта. У Андрея такая милая стюардесса вообще. В прошлый раз у меня был парень, и мне было некомфортно. Потому что мне первый раз в жизни парень стелил кровать. Я хотела сказать, иди, сама все сделала. Он еще так это делал, не умел. Давайте теперь про питание на борту. Вообще, еда в бизнесе и в первом классе – это совсем другой уровень по сравнению с экономом. Здесь уже уместно говорить не про питание, а про кухню. Нам дали выбрать из 3 стартеров 4 main course, главных блюд, сыры, 3 десерта, 3 вида десерта и хлеб. Как вы знаете, обычно за еду и напитки доплачивают отдельно. Но не в нашем случае. У нас уже все включено. Просто выбираешь из меню то, что хочешь. Хотя, если честно, при такой цене за билет должны еще и с собой что-то упаковать. Вы знаете, здесь как 5-star experience. Они готовят тебе столик, они тебе на коленке вот это ставят. Все так мило, все так аккуратно. Видели ли вы где-то, чтобы на борту горели свечи? Ну ладно, шучу, это не настоящие свечи, это электронная свеча. Очень неплохо добавляет атмосферы. На закуску мы выбрали лосось с красной икрой, креветки тоже с икрой, зеленью и легким соусом. А на горячее плотная белая рыба с пюре и овощами. Вы знаете, уровень еды просто невероятный. Блюда, которые не встретишь, вернее, не всегда встретишь даже в ресторанах высокой кухни. Диана говорит, что мне икры дали больше, что Азиза положила мне глаз. Но это мы в эфир не дадим, не надо. Кстати, стюардесса подписалась на мой инстаграм, так что берите пример с нее и тоже подписывайтесь. Там всегда больше, чем в основных выпусках на YouTube. Я отказалась от десерта и сейчас смотрю на этот десерт. Убери. Угощайся. Я шампанское закажу, потому что быть здесь — это праздник, и это нужно праздновать. Здесь есть специальная кнопка, Да, ты нажимаешь, и тебе сразу шампанское приносят. Готовимся ко сну. Вот этот костюм, обычная серая пижама и такие тапочки милые. Самое главное, что она сделана из материалов, которые перерабатываются. 90% перерабатываются. Туалет очень просторный. После каждого человека заходит стюардесса и стелит бумажку на скамейку унитаза. Щетки. Комплекты для бритья. В уборной можно увидеть уже косметику Diptyque. Удобно переодеваться здесь. Есть зеркало, полный рост. То, что в обычном полете нет. Непривычно просто лежать в самолете, лежа лежать. 1 минута пребывания в полете обходится нам приблизительно в 10 евро. Просмотр 2-часового фильма выглядит приблизительно так. Дорого это или нет, судите сами. Но по прилету нас ждал еще один маленький сюрприз.
Бизнес-лаунж в Дохе, выше всяких похвал. Огромный крытый оазис посреди аэропорта. Тропический сад, озерцо с лилиями, мягкий свет и тишина. Здесь пересадка ощущается не как ожидание, а как пауза для перезагрузки. А здесь у нас помещение, где находятся изолированные тихие комнаты. Очень красивое помещение. Комнаты, кстати, разные. Они есть на одного, есть и на двух. Это наша комната, которую мы уже получили. Очень приличные душевые. Полотенца постелены, 2 полотенца дополнительные. Косметика. Так, ну а здесь у нас тренажерка и спа. Сейчас я вам покажу, что они из себя представляют. Простенький, но для аэропорта, я думаю, вполне неплохо. И важно добавить, что в этот лаунж не попасть просто за дополнительную оплату, как бывает в некоторых аэропортах. Доступ только по билету. Нужен бизнес или первый класс. Тут можно сделать педикюр, делать какие-то водные процедуры для ног. Сейчас у нас 4 часа утра, здесь немноголюдно. Но я, честно говоря, впервые вижу бизнес-лаунж таких размеров. И это только половина, точно такое же крыло там дальше, куда мы идем сейчас с тобой кушать. Вон оно виднеется, посмотри, до конца. Да, ты платишь немаленькие деньги за этот бизнес-класс, за первый класс, но ты получаешь прийти поспать нормально в тихой комнате, пойти в душ нормально, переодеться с полотенцем, с нормальной косметикой. Это дорогого стоит при перелете. Ты еще в спа не сходил. Я сходил в спа. Там массаж можно заказать на полчаса, на час. Любой массаж, хоть 4 руки. Надеюсь, мой обзор одного из самых длинных перелетов на нашей планете вам понравился. Спасибо, что были со мной до конца. Подписывайтесь, солнечной вам погоды и до новых встреч. Что ты сказала? Я лучше впишусь, да? А на кого я больше похож? На льва?